Родители Мэри и Пётр так и не оправились полностью от смерти их сына Майкла. Ему было всего 18 лет, когда он погиб в автокатастрофе. С тех пор они были только вдвоем, с чем им тяжело было смириться. Похороны, конечно, были очень тяжелыми, но им повезло, что их окружало так много заботливых друзей и членов семьи. Пришло много людей, и они были благодарны. За такое короткое время Майкл явно оказал такое влияние на жизни людей. Они ежедневно посещали его могилу, принося в память о нем цветы и безделушки. Это стало для них ритуалом, а также способом быть с ним рядом. Но потом они обнаружили нечто странное. Мэри и Питер шли на кладбище в понедельник, но, подойдя ближе к могиле сына, они обнаружили что-то на ней. «Этого вчера здесь не было», — заметила Мэри. Питер согласился. Зачем кому-то класть что-то на чужой надгробный камень? Мэри и Питер оба были озадачены. На надгробии лежала одинокая красная роза, и никто не знал, кто ее туда поместил. Они огляделись, но никого не было видно. Они обыскали могилы, окружающие надгробие их сына, чтобы увидеть, есть ли другие с красными розами. Но Майкл был единственным. Они чувствовали, что это было странно. Первоначально они восприняли это как случайный акт щедрости со стороны незнакомца. Но каждый раз, когда роза увядала, появлялась новая. Их все больше интересовало, кто кладет эти розы на могилу Майкла, но выяснить это не получалось. Однажды Питер пришел домой с идеей. «Что, если мы повесим камеры?» — сказал он жене. Мэри была против, так как это нарушило бы политику конфиденциальности. Однако Пётр не собирался так просто сдаваться. Он был полон решимости выяснить, кто кладет эти розы на могилу его сына. Поэтому однажды ночью он покупает новую камеру видеонаблюдения и едет на кладбище, ничего не сказав жене. К могиле их сына подошел человек, одетый во все черное. Они ничего не могли сказать о том, кто это мог быть. Единственной отличительной чертой была единственная малиновая роза посетителя. Что это был за человек? Он вернулся домой и забрался в постель к Мэри, которая притворилась спящей. Она знала о том, что ее муж сделал той ночью, но не стала вмешиваться. Конечно, она тоже хотела узнать, кто этот человек. Но она не призналась в этом своему супругу. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.